В лет до 15-16 я считал, что геи склоняют всех на свою сторону, и к ним опасно приближаться и как-то взаимодействовать. Конечная цель, в принципе, геев всех – это раздеться, бегать голым, обмотавшись радужным флагом и вызывать ненависть, наверное, окружающих. Мне пришлось ехать к ним в гости, я боялся этой ситуации, уговорил друга поехать со мной с расчетом на то, что мы отобьемся, если будут какие-то ситуации опасные. Беларусь – одна из самых гомофобных стран Европы. Мы на 43-м месте из 49 возможных. Гомофобные высказывания позволяют себе многие белорусы. От президента до комментаторов в Фейсбуке. Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Геи – это очень плохо. Насчет этого в Библии сказано, что нельзя. Брезгливо перейду на другую сторону дороги. Это честно. Задолбали вы со своими пи***ками. Я опубликовал пост в Фейсбуке, где я писал свою точку зрения по поводу геев. И на пару дней окунулся в ту атмосферу ненависти, в которой им приходится жить ежедневно. При этом в Беларуси живет как минимум 70 тысяч гомосексуальных мужчин. Это значит, что каждый раз, когда вы говорите что-нибудь гомофобное, вы говорите это целому городу размером со Жлобин. Представляете? Как говорить о гомофобии, когда все боятся гей-пропаганды? Гетеросексуальный человек не может себе даже представить, что это такое, идти по улице и постоянно думать, откуда ждать опасности, кто может на тебя напасть, кто может про тебя что-то сказать. Самая распространенная претензия к гомосексуальным парам – делайте дома что хотите, но перестаньте выпячивать свои отношения и пропагандировать их. Получается, любое открытое проявление чувств к представителю своего пола белорусы считают пропагандой гомосексуальности? Такие претензии, во-первых, гомофобные, во-вторых, безосновательные. Невозможно популяризировать сексуальную ориентацию. Это один из видов твоего сексуального влечения, и его никак нельзя изменить. В институте Гэллопа выяснили, что процент ЛГБТ-людей за последние годы немного вырос. Например, в США в 2017 году около 4,5% опрошенных заявили, что они ЛГБТ. Ученые объясняют этот рост тем, что в обществе стало меньше гомофобии, и ЛГБТ-людям стало проще открываться. И это не влияние так называемой гей-пропаганды. Все гомосексуальные люди рождаются в традиционных гетеросексуальных семьях. Мне с детства никто не говорил, что очень классно вообще-то, если ты будешь любить мальчиков. Это даже в голову не могло прийти, что я могу быть геем, да? То есть никакого влияния на меня не было абсолютно. При этом гомосексуальному человеку, так же как и гетеросексуальному, хочется комфортно чувствовать себя в отношениях. Хочется делать то же, что делают все люди. Пройти по улице за руку с партнером, выложить красивые фотографии в Facebook, обняться на автобусной остановке. И говорить «делайте дома что хотите, но не показывайте этого на людях» несправедливо, пока гетеросексуальным парам все вышеперечисленное разрешено. Почему геев боятся? У кого-то очень триггерит, что я занимаюсь сексом с мужчиной, и мне интересно понять, а почему тебя это так беспокоит, да? То есть я не хочу его клишировать, фу, гомофоб, уйди отсюда, да? Мне интересно, а почему? Какое тебе вообще дело? Почему тебя это так трогает? Объяснить гомофобное отношение рационально невозможно. Оно строится на догмах. Просто мальчики не должны встречаться с мальчиками, а девочки с девочками. Это неправильно. А почему неправильно, неважно. У меня было принятое в обществе мнение, что это неправильно. Я себе никак это не объяснял, потому что об этом вообще не задумывался. Нам в свое время вдалбливали в головы: это хорошо, это плохо. И из плохого было как раз-таки быть нетрадиционной ориентацией. Почему? Никто не мог объяснить. Ну вот потому что у нас так принято. Если аргументы и появляются, то чаще всего это опасение, что геи могут начать приставать к гетеросексуалам, или что геи совращают детей, или что геи – больные люди, которых нужно жалеть и лечить. Эти страхи, что мужчины боятся, что к ним я начну приставать, это на самом деле проекция своего собственного поведения. То есть они боятся, что с ними поступят точно так же, как они поступают с другими женщинами, и для них это уже типа не камильфо. Гомосексуальность действительно считалась болезнью, но ВОЗ исключила ее из международной классификации еще в 1990 году. А связи между гомосексуальностью и педофилией нет вообще. Педофилов интересует не пол жертвы, а ее возраст. Многие на самом-то деле имеют какие-то гомосексуальные влечения, но это настолько стыдно, это настолько табуировано в нашем обществе, и настолько это вытесняется, что человек предпочитает ненавидеть это явление, чтобы где-то не признавать его в себе. Хотите проверить свою сексуальность? Пройдите тест по шкале Кинси. Это шкала от 0 до 6, где на 0 – те, кто целиком гомосексуален, а на 6 – те, кто полностью гетеросексуален.
Так вот, скорее всего, вы окажетесь на единице или пятерке, а может быть и где-то посередине. Есть те, кто находится на крайних позициях, но многие люди не строго гомо или гетеро. Сексуальность человека гораздо шире. Как перестать бояться геев? Я люблю женщину так же, как мой друг мужчина любит другого мужчину. У нас любовь одинаковая. Он не стал таким, потому что ему этого захотелось. Он с этим родился. Гомосексуальных людей в Беларуси могут унизить, оскорбить, избить и даже убить. Представьте, что такое произойдет с вашим другом, родственником, ребенком. Ведь отличить гея от негея невозможно, пока человек сам об этом не скажет. Помню реакцию своей мамы, когда к нам приходил в гости мальчик нетрадиционной ориентации. Мы, собственно, позавтракали и просто ушли. И потом я сказала, что он гей. У нее было очень сильное удивление. Как он гей? Он же такой умный, спокойный, интеллигентный мальчик. Ну, мам, ну вот. Они бывают такие, это нормально, это обычный человек. Любой ваш родственник, друг, сосед, коллега может быть гомосексуальным, и это никак не меняет его как человека. Если вам кажется, что среди ваших друзей и знакомых нет ЛГБТ-людей, то это невозможно даже арифметически. А вдруг вы просто не догадываетесь об этом? Никто не умрет от того, что мальчик полюбил мальчика. Все живы, здоровы, и только пострадает, возможно, твое какое-то там эго, потому что у тебя взгляд расходится со взглядом того человека. Мир не бинарен настолько, насколько ты его воспринимаешь. Если ты женщина, это не значит, что тебе нужен альфа-самец. А если ты альфа-самец, это не значит, что тебе нужна женщина, да, и так далее. У нас нет инструкции по применению человека. Вот инструкции, вот мальчик и девочка, и все, и других вариантов нет. Нет, мы не знаем, как задумывала нас природа. Может быть, наша задача, не просто размножаться, но и что-то большее. У нас же есть чувства, есть любовь, есть привязанность. Это же неспроста.